Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие красивые слитки. С техникой вязания таких слитков справится даже новичок. Их вязать очень легко, просто и быстро. Вот так они смотрятся. Я вязала данные слитки на 36 размер. Но в этом видео я вам покажу и расскажу, как можно связать такие следочки на любой размер и из любой пряжи. Вот так они смотрятся со всех сторон. Следочки бесшовные на подошве. Шов у нас по пяточке идет и сшиваем вот сверху. И вот такие симпатичные следки мы сегодня с вами будем вязать. Для этих следков я буду использовать пряжу в 100 граммах 180 метров и возьму крючок 4 миллиметра. И сейчас я покажу, как рассчитать и связать данные следки на любой размер и из любой пряжи. По ширине вот данные следки для любого размера должны быть на 20 или 19 сантиметров. Это у нас величина постоянная и на любой размер подходит. Далее мы вяжем узор в высоту, и у нас будет получаться прямоугольник. Так как я вяжу на 36 размер, вот у меня такой манекен, я показываю, как рассчитать вот именно какого размера прямоугольник нам нужно связать. Для этого нам нужно замерить длину ноги в сантиметрах. Так, чтобы вам было видно. Вот я ставлю манекен, который у меня есть, от большого пальчика и до пятки. И это у меня вот получается на 22 сантиметра. Вот так. Значит, на 22 сантиметра нужно связать нашу заготовку. Вот я ее уже связала на 22 сантиметра. Значит, вы замеряете свою ногу по сантиметрам и точно столько же сантиметров провязываете вот такой прямоугольник. И сейчас я покажу, как вязать вот такой узор. И для этого мы будем набирать воздушные петли. Для своего образца, для своей пряжи вот я набираю 38 воздушных петель. И набираем вот такую цепочку. И вот я набрала 38 воздушных петель. Так как я уже знаю, сколько мне нужно набирать воздушных петель, то я их набрала. Если вы переживаете, что чтобы не перевязывать свое изделие, вы можете первоначально набрать больше воздушных петель. Вот для образца я специально так и набрала, вот на 2 воздушные петли больше. И эти 2 воздушные петли я потом их распущу. И вот такого нужного размера у меня будет изделие. В ходе вязания вы уже будете видеть, сколько сантиметров у вас вот получается ваше изделие. И сейчас мы будем вязать с вами нулевой подготовительный ряд. Для этого мы в третью воздушную петлю будем провязывать столбик с накидом. 1, 2 и вот третья. Вместе с воздушными петлями это у нас считается, что мы провязали
уже 2 столбика с накидом. И вот так в каждую воздушную петлю мы провязываем по столбику с накидом. И так вяжем до конца ряда. И вот мы провязали подготовительный ряд из столбиков с накидом. Теперь берем вот линейку и замеряем по сантиметрам. Вот получается на 20 сантиметров. И то, что я вам говорила, что вот воздушные петли, если вы набрали больше, вот в ходе вязания вы провязываете столбики с накидом, прилаживаете к линейке и замеряете. Если у вас вот получается ширина вашего изделия на 19-20 сантиметров, вы далее уже не продолжаете вязать столбики с накидом, потом просто распустите эти воздушные петли, которые остались лишними. И переходим на вывязывание узора. Данный узор состоит из одного раппорта, то есть мы повторяем постоянно только один ряд. Узор очень легкий. Провязываем 2 воздушные петли. Это у нас уже как один столбик с накидом мы провязали. В следующий столбик провязываем столбик с накидом второй. Вот чтобы вам было видно, вот сверху, сбоку, то есть идет вот такая кромочка, 2 столбика с накидом. Далее провязываем вот дорожка из колосков. Потом повторяем, вывязываем столбики с накидом и снова дорожка из колосков и заканчиваем наш ряд 2 столбиками с накидом. Теперь пропускаем один столбик с накидом в предыдущем ряду и провязываем через один столбик. Здесь мы уже будем вывязывать пышные столбики, то есть, как я их называю, вот колоски такие. Сделали 3 накида, провязали все эти 3 накида и закрепили воздушной петлей. И снова в этот же столбик с накидом в предыдущем ряду провязываем 3 вот накида сделали и вывязываем пышный столбик и закрепляем воздушной петлей. Снова один столбик мы пропускаем в предыдущем ряду, в следующий вот через столбик провязываем столбик с накидом. И теперь нам нужно провязать вот полотно из столбиков с накидом. И вот я провязала вот такое полотно из 27 столбиков с накидом. И в конце ряда у нас должно остаться 5 столбиков. Чтобы связать вот точно такую же дорожку, как мы вязали в начале. Вот показываю. Вот воздушные петли. Это у нас тоже столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Один столбик пропускаем и через столбик провязываем пышные столбики с 3 накидами. И закрепляем все воздушной петлей. В этот же столбик провязываем еще один пышный столбик и все закрепляем воздушной петлей. Колосок провязали, один столбик пропускаем и через столбик провязываем столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Вот мы провязали такое полотно. Теперь вяжем второй ряд. Второй ряд вяжется точно так же.
Я просто не считаю вот первый подготовительный ряд, я его не посчитала, это нулевой. Вот у нас первый с узором, и потому я говорю, что вяжем второй ряд с узором. Разворачиваем вязание, провязываем столбик с накидом, и теперь вот между пышными столбиками провязывать будем тоже пышные столбики. Делали один накид, второй, третий, и вот и закрепляем воздушной петлей. И сюда же провязываем второй пышный столбик с 3 накидами и закрепляем воздушной петлей. Теперь нам в этом ряду столбики уже никакие пропускать не нужно. Мы вяжем столбик в столбик в предыдущем ряду. И вот так провязываем 27 столбиков до конца ряда. Ну, там, где вот у нас столбики с накидом идут, вот до этих пор провязываем столбики с накидом. И вот мы провязали столбики с накидом и дошли до пышных столбиков. И снова повторяем в середину, вот между этими 2 пышными столбиками в предыдущем ряду провязываем 3 накидами один пышный столбик и второй. Сделали закрепку из воздушной петли, и осталось нам довязать 2 столбика с накидом. И вот весь наш узор. И теперь повторяем вот вязание этого узора. Вот каждый раз один ряд мы только повторяем и вяжем на нужную вам вот длину, чтобы получился прямоугольник. И вот мы связали нужную нам длину для слитка. И теперь сверху нить можно отрезать. Отрезаем так немножечко подлиннее, чтобы было нам чем сшивать. Там, где у нас вот осталось длинный хвостик нити, это у нас будет носочек. Там, где мы набирали, вот наборной край идет цепочка из воздушных петель, здесь у нас будет пяточка. Слаживаем вот так пополам. И начнем сшивать по пяточке. Сшивать мы будем по лицевой стороне. Чтобы определить, где лицевая сторона, будем ориентироваться вот по первому ряду столбиков с накидом по нулевому, который мы с вами провязывали. И вот он у нас на лицо. Берем иголку и немного нити. И вот разворачиваем так к себе изделием вот пяточкой. И сшивать будем за кромочный ряд, который мы набирали. Вставляем иголку с ниткой, оставляем небольшой хвостик, мы его потом спрячем. И захватываем вот закромочные петельки со второй стороны. Прокололи иголку вот с одной стороны, вот закромочные петельки. И теперь с обратной стороны. Сшиваем так, чтобы наши вот колоски, пышные столбики, были напротив друг друга, так единой полоской. И вот так сшиваем.
И вот мы не дошили пятку, буквально осталось вот сантиметр, 1,5 сантиметра. И теперь нам нужно сделать на пяточке скругление. Для этого кромочные петли одеваем вот так на иголочку. Для того, чтобы их потом можно было стянуть и сделать красивое скругление на пяточке. И вот все у нас петельки на иголке. Теперь вытягиваем ниточку и затягиваем. Далее нам нужно закрепить здесь ниточку. Еще раз по этим петелькам пройдемся ниткой вот так, чтобы лучше скрепить, сшить. И теперь ниточку выводим на изнанку. И здесь уже можно сделать узелок и отрезать эту ниточку. И вот такое скругление на пяточке у нас получилось. И вот что у нас получилось. Теперь мы будем сшивать носочек, и нам нужно сшить верхнюю часть. Но для этого нужно оставить отверстие для того, чтобы можно было одевать слитки на ногу. И для этого я оставлю где-то вот 13 сантиметров. Сейчас мы оденем здесь маркер, соединим две части, вот две половинки, чтобы оно было так вот скреплено. И теперь будем стягивать вот носочек на слитках. Для этого вот я взяла иголку, хвостик нитки, которые мы оставляли подлиннее. И теперь вот под каждую вот петельку заводим вот таким образом иголку, как бы нанизываем каждую вот петелечку на иголку. И так нам нужно пройти вот от одного кончика вот до следующего, там где вот у нас отделочные колосочки. И вот то, что у нас получилось, теперь берем за край ниточки и стягиваем. Стягиваем аккуратненько, чтобы нитка не порвалась. И вот соединяем с тем местом, откуда вот мы начинали стягивать, нанизывать все петелечки на иголку. Как вы видите, получилась такая небольшая дырочка, такое вот отверстие. И теперь нам нужно его тоже сшить. Для этого с лицевой стороны мы прокалываем вот иголочкой и проходим по вот этим петелечкам, которые вот мы нанизывали. И еще раз вот будем прошивать иголкой. Прокалываем, подтягиваем все, чтобы у нас не осталось никакого отверстия. Так. И теперь еще раз проходим с одной стороны, подтянули. И вот так вот подтягиваем. И сейчас мы зашьем отверстие, чтобы его не было видно. Как вы видите, мы уже
стянули, отверстия уже нет. Прошиваем так вот хорошо. И теперь выводим иголку вверх, там, где вот мы будем сшивать сверху следочек. Вот вывели иголку с ниткой наверх. И здесь сшиваем точно так же, вот как мы сшивали пяточку. Тоже сшиваем по лицевой стороне. Вводим крючок под столбики с одной стороны. И теперь со второй стороны. И вот так мы будем сшивать с одной и со второй стороны. И так сшиваем до того места, где мы отметили маркером. И вот какие следочки мы с вами сегодня связали. И вот так они смотрятся на манекене. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!